Подозрительная личность. Что делаете? Что вы? Воруем, да? Ладно. Нам ну... Обалдеть. Дамы и господа, Акетра мироходец. Я в шоке. Окончательно и бесповоротно. Она мироходец. Я не буду много болтать на эту тему, просто покажу сцену из предыдущей серии. Ой-ой-ой! Что? Ну как оно? Теперь, когда ни у меня, ни у вас не осталось сомнений, что она действительно мироходец, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором наконец-то мы не одни. Да-да, напомню, за всю историю этого сезона мы еще ни разу не слышали о других мироходцах. Странности по типу Сдерик равно Седрик, да. Статуя фараона, похожая на Джодаха, тоже да. Но вот мироходцы нет. Ни разу. Конец предыдущей серии буквально показал, что Искра, как ей чаще всего и полагается, активировала защиту организма и спасла Кетру. Кстати, напомню, что Искра активируется не просто потому, что ей тупо захотелось, а потому что мироходец попал в сильнейший стресс. Именно в момент сильнейшего стресса появляется шанс, что Искра впервые активируется. Да, именно это мы и увидели в момент нападения на Акетру. Как теперь будет развиваться история, неизвестно, но давайте узнаем. Напомню, что закончилось все на продолжение следует, поэтому продолжаем. Что за звуки? Ой, мы в лесу. Что происходит? Где это я? Да ладно, мы видим от лица Кетры. Да, ой-ой-ой. Кто вы? Что происходит? Что вам от меня? Помогите! Пожалуйста! Пожалуйста, беги! Кто-нибудь, помогите! Так. Искра снова сработала, да? Где это мы? Мы под водой. Воу-воу-воу-воу-воу! Полегче! Жесть! Что? Стоп. Да ладно! У меня сейчас двойной афиг. Во-первых, я Акетра, ребята. Всем привет. Пижама, утены, сэндвич с курицей, кристаллы скинта и даже оружие. Финкатер. Надеюсь, я правильно сказал. Оружие морского волка. Способности отмщения. За каждое ваше пустое сердце наносит на 15% больше урона. Вау. Слушай, а у нее прикольное оружие. Всего сейчас 6 урона и 2 скорости атаки. Обалдеть. У Акетры реально офигительное оружие. Но мы, ребята, мы прямо сейчас находимся не просто в каком-то мире. Мы находимся в мире под названием 13. Это же то самое измерение, в котором мы появлялись в сезоне «Голос времени». Вау! Мы прямо сейчас играем за Акетру. И что делать? Боже, это все так необычно, у меня мурашки по коже. Здравствуйте. Поговорим? Не поговорим, да? Прошу прощения. Поговорим? Не поговорим. Пижаму, кстати говоря, снять я не могу, как бы сильно не хотел. Ну ладно. Что мне в итоге можно? Что мне нельзя? Здравствуйте. Вообще ни с кем поговорить не могу. Погоди, но если этот мир не стерла, значит существуют и персонажи из этого измерения. Ой-ой-ой-ой. У меня туда-сюда мысли гоняют, честно говоря. Здравствуйте. Поторговаться можем, да? Ух ты. Так, древний том, песочные часы. И смотри-ка, тут все продается за валюту этого 13-го мира. Да, напомню то, что этот мир, опять же, называется 13. И здесь, по-моему, несколько солнц, да? Да. Первое, второе, третье. О-хо-хо-хо! Все учтено. Боже, как это круто. У меня сейчас слеза пойдет. И все-таки, могу я с кем-то поболтать? Старушка, здравствуйте. Куда мне надо? Что мне надо? Здравствуйте. Можем поболтать? Торговать. Раньше не видел. Добрый день, дамочка. Хотите продать или купить скинт? Простите, а вы не подскажете, где я оказалась? О,
Первый раз, да? Вы, дамочка, в мире 13. А вот там, кстати, Академия для мироходцев. Что, простите? Академия для кого? Ух ты ж, блин, а. Не часто встретишь мироходца, который открыл искру в таком взрослом возрасте. Мироходцы, леди, существа самых разных рас, обладающих особым органом. Орган межпространственного перемещения, или же ОМП, позволяет нам, собственно, делать вот так. Перемещаться между разными пространствами, то есть мирами. Но вы, знаете ли, лучше сходите в академию. Скажите, что это у вас первый переход, там все объяснят, не волнуйтесь. Ха. Повезло вам на самом деле. Вашим первым миром оказался 13. О, знаете, боюсь, это не первый мой мир. Ну, что ж, ладно. В любом случае, вряд ли у вас есть скин, так что больше я ничем не могу вам помочь. Нет, стойте! Вообще-то у меня есть немножко. Что? О, ничего себе. Ну что ж, даю 52 трюка за кристалл. Началась торговля. Я сейчас на все это смотрю, и у меня мурашки реально все еще не спадают. Такая микроскупая слеза вот-вот пойдет из глаза. Ну ладно, давайте все равно продолжим. И что у нас? Хорошо, держите. Протянуть кристалл скинта. Ух ты, а это что? Соблазнить. Ой, вы ведь не стали бы обманывать неопытную девушку и пытаться нажиться на ее незнании? Правда, мистер торговец? Что? Всего 52? Да я же по глазам вашим вижу, что вы обмануть меня пытаетесь. Давайте новую механику, соблазнить. Ой. Ну. Что вы? Ни в коем случае нет. Но раз уж вы тут первый раз, так и быть, я сделаю вам приятный подарок. 100 трюков за 1 кристалл. И чтобы никто мне потом не говорил, что я какой-то жадный торгаш. Нифига себе поднял! Почти в 2 раза. Так, окей, как? Вот торговать. Кристалл скинта 100! Отношение равнодушие. Окей, так, и давай 2 раза продаем. Все, у меня появляются, как там валюта называется? Трюки, да? Во, реально, вторая валюта. Вау! Ой, куда же сюжет забредет, а? Все? Так, он мне сказал то, что надо пойти в академию. Ну давайте, наверное, прежде чем... Я, наверное, должна найти здесь магазин одежды или что-то такое. Не могу же я пойти в эту академию прямо в пижаме. Кстати... Да, леди Акетра, несмотря на то, что я играю за вас, вы все еще очень умная девушка. Моя тупость вам не передается. Магазин магических товаров. Давайте посмотрим, что у нас здесь в итоге. Так, это песочные часы. Всего лишь за 1 трюк, кстати. Костная мука, светоцветы, священный медальон, древний том. На прочность, кстати, надо запомнить. О, это что такое? OP1. Непонятное название какое-то. Стоит 20 трюков. Я пока что покупать не буду, на всякий случай. Мало ли. Все, тогда пойдем, посмотрим, что у нас есть здесь. Я помню то, что по сезону «Голос времени», да, магазин одежды здесь. Здравствуйте. О, добро пожаловать. У нас лучшие наряды во всем 13. Ой, что это на вас? Знаете, вы явно пришли куда нужно. Выбирайте скорее. Роскошная ночная рубашка 215, элитная студенческая форма 245 и вечернее платье 410. Ну, мне, получается, нужна студенческая форма, если я пойду в академию, да? Но при этом у меня как бы это денег-то нет. Ладно, купим повседневное платье, так и быть. Ой. Ой, вам очень-очень идет. Приходите обязательно еще. Поняла. Спасибо. Ох ты, слушай, а правда идет? Ну-ка, переодеться мы, кстати, не можем, то есть... Да, мы не можем выбирать, в какой одежде ходить. Здравствуйте, а вы что делаете? О, торговать. Так тут тоже одежда, кстати. Только скорее это броня. Штаны новичка, роба мага, кираса архимага, медальон знаний. Может хранить опыт. Чтобы забрать опыт, нажмите ПКМ. Ладно, короче, на будущее мы это учтем. Только теперь у меня вопрос. А как в академию-то попасть? Что мне нужно дальше делать? Там телепортируются всякие люди. Сложно. И мне сказали, что академия здесь. Я так понимаю, то, что это вот эти здания. Но как туда пойти-то? Погоди, может быть, с этой стороны можно пройти? Нет. А вот здесь, кстати, что у нас? Магазин волшебных палочек. Ух ты. Торговать. Так, огненный стержень, волшебная палочка. Я пока что, опять же, ничего не буду приобретать. Я просто запоминаю то, что здесь подобное продается. Я знаю то, что по сезону «Голос времени» один из ключевых персонажей по имени Фарагонда живет здесь. И теперь у меня вопросец. А могу ли я зайти? Черт, не могу, ладно. Но это было бы интересно. Подозрительная личность. Что делаете? Что вы?
Воруем, да? Ладно. Нам ну... Прошу. Да? Вы что-то хотели? Я прошу прощения, а вы не подскажете, как попасть в академию? В академию? А вы что, хотите поступить? Или просто посмотреть? Ой, знаете, я тут впервые на самом деле. Эй, Франческа, зачем смущаешь девчонку, а? Ну а что? Вообще, Гонда, сколько раз вам говорить, а? Сан-Фран мне нравится гораздо больше. О, господи. Леди, меня зовут Фарагонда, а это мой ученик, Сан-Фран. Я, знаете ли, как раз преподаю в академии. Может быть, смогу вам что-то подсказать? Эй, вообще-то я тоже преподаю в академии. Я тоже могу подсказать. Слушайте, простите, но я хотела бы узнать, как мне вернуться домой. Ой-ой-ой-ой, батюшки, первый переход в другой мир, да? Ха. Вы хотя бы знаете, что такое искра? Да, я встретила торговца, который что-то говорил про искру и про ОМП. Да. Вот как. Ну, по сути, знаете, дамочка, это у нас одно и то же. Просто искра — более такое романтичное название. И поскольку искра — это орган в наших телах, мы можем научиться его контролировать и даже... Воу-воу-воу, Франческа, остановись. Ты что, не видишь, что ли? Ты только пугаешь девушку своими изречениями. Верно? Ну, да, ладно. Да, извиняюсь. Так, а как вас зовут-то? Я леди Акетра. Ух, какое имя. Очень-очень приятно. Леди Акетра, а расскажите-ка, вы знаете, из какого мира пришли? Да, наверное, я родилась в Мисре, в городе Нарфанис. Ух, поняла. Это потрясающее место. Но, знаете, слишком уж жаркое для меня. Подождите, то есть вы хотите сказать, что бывали в моем мире? О, нет, не бывало. Я читала про этот мир в кодексе. В какой-то момент, когда занималась одним делом. О, да будет вам известно, Фарагонда совмещает работу юристом и преподавательскую деятельность. Так что ж такое? Веди себя прилично, юноша. Тебе уже не 100 лет все-таки. Что? Что вы сейчас сказали? Подождите, вам что, больше 100 лет? Постоянно забываю, что есть миры, где люди не знают про мироходцев. Радуйтесь, леди Акетра. Наличие ОМП значительно увеличивает продолжительность жизни. А в мирах, где об этом известно, позволяют мироходцам подольше оставаться детьми. А еще вы, видимо, человек, да? У вас продолжительность жизни поменьше все-таки, чем у нас. О, я снова не поняла. А вы тогда кто? Вы что, не человек, что ли? Не, вы чего? Поглядите, я эльф. О, боже, эльф. У меня кружится голова. О, тихо. Дышите глубже, леди. А уж знаете, я должен признаться, вы отлично справляетесь. Для первого раза-то. Ладно, спасибо, так что мне ответить. Потому что это не первый мой раз. До этого я была в месте, где растет скинт. О, я могу ответить про измерение лоу-ложки, про прунус. Перед тем, как я попала сюда, меня швыряло из одного мира в другой. Знаете, я так воспитана, что не демонстрирую посторонним свои эмоции. Я думаю, то, что можно ответить про прунус. Почему бы и да? Это же типа не я как лоу-ложка отвечаю, а как Акетра. Вы сказали рос? Что вы имеете в виду? Скинт не растет в естественной среде, леди. Но я же не обманываю вас. Я могу показать. Прунус. Подожди, что? У нее это сработало? Господи, где это мы? Что? Какого черта? Какой здесь скинт-то? Кого я вижу? Да уж, не вас я ожидал здесь увидеть. Ой, не вас. А? Ты! Я видел тебя где-то! О, боже! Почему так сильно болит голова? Черт! О-о-о. Господи. Осколки временного парадокса имеют свойство впиваться в сознание. Стой! Ты же... Бог фараон. Но Фараон? что вы здесь делаете? Акетра, где твой друг? Что? Какой еще друг? О ком вы говорите? О том, Акетра, кому принадлежит это измерение. А? Что
Что вы знаете о Лулошке? О, черт! Моя голова! Я больше не могу! О, ты погляди, как жалко. Твои друзья здесь долго не продержатся. Леди. Рад был снова встретиться с тобой, Акетра. И с вами тоже. Малус. What the fuck происходит? Пипец Что за... Эй, все нормально. Эй, Франческа, Все нормально. у тебя Вставайте. тоже прошла боль? Да, Гонда. Что это было? Что, черт возьми, ты с нами сделала? Эй, но я... Эй, Сан-Фран, успокойся. Тот, кого леди Акетра назвала богом фараона, говорил про временной парадокс. Я не думаю, что Акетра к этому как-то причастна. Да, я правда, я понятия не имею, что сейчас произошло. Я не знала, что бог-фараон там окажется, честно. Простите, пожалуйста, я не хотела никому вреда. Да, ладно, ничего страшного. Я вроде бы это понял, но я ничего не понял. Вставай, Фарагонда. Спасибо. И все-таки ответьте мне, что это, черт возьми, было? И кто этот ваш Лололошка? Странно. Имя, оно кажется мне знакомым. Отзывается какой-то болью в затылке. Да, Франческа. И у меня точно так же. Так, знаете, у меня есть другая идея. Нам всем нужно успокоиться. Ой, идемте. Я знаю отличный способ и отличное место. Ох, леди, если он это сказал, придется идти. Он же не отстанет. За ним. Ладно. Как же это круто все передается. Самое главное, я даже не управляю собой как Лулошка. Я даже не знаю, что сейчас с Лулошкой Слушай, происходит. Вообще, я думала, что ты потащишь нас медитировать. Медитировать? Это, конечно, приятное и полезное дело, но... Нет, для этой ситуации не подходит. Фу-фу-фу. Эй, там! 3 кофе со сливками! Так, ладно. Мне тоже... А, ну да, 3 же. Господи, я почему-то подумал, что он одно заказал. Все, садимся. Да, поудобнее, садитесь. Теперь давайте поподробнее. Значит, у вас есть друг, чье имя вызывает у нас зуд в затылках, у которого есть свое карманное измерение, в котором мы чуть не погибли, и при этом про которого спрашивал непонятный, но... О, стильный крылатый человек, да? Если он вообще является человеком. О, это правда. У меня от него мурашки по всему телу. Эй, ваши 3 кофе со сливками. Вот, держите. Спасибо. Если что, этот бог-фараон появился в моем офисе в тот день, когда мы с Франческо познакомились. О, это точно. С ним, кстати, был еще один. Помнишь? Может быть, это и был Лулошка? Что думаешь? Он, сейчас вспомню, такого среднего роста, со странными голубыми очками и стильным шарфиком, да? Да. Это описание похоже на него. Эй, что, опять заболела голова? Не заболела. Ну, просто кружится от всей этой информации. Ой. Ну, хотя бы так. Леди Акетра, не знаю, совпадение или что-то иное привело вас сюда, но мы обязаны помочь вам вернуться в Миср. О, правда? А вы этому учите своих учеников, да? Путешествовать по мирам? О, нет, что вы. Я учу их магии. В академии учатся волшебники. Не все из них мироходцы. Но, дополню, к нам часто поступают из других миров. Знаете, я хотела бы здесь учиться. Ух, какая заряженная. Вы очень быстро схватываете информацию, леди. Что-то мне подсказывает, что учительница из вас вышла бы даже лучше, чем ученица. О, это, наверное, потому что я покровительствую нескольким учебным заведениям в Нарфанисе. Но... Нет, сама я там почти не преподаю. Ну что же, как закончите ваши дела в Мисре, приходите к нам, мы будем вам рады. Если только это не приведет к ухудшению временного парадокса, конечно. Гонда, ты чего? Да разве же эти временные парадоксы вообще существуют, а? Я думал, время это несгибаемая материя. Нас же всех так учили. Ох, Франческо, некоторые вещи вам рассказывают или не рассказывают для вашей же безопасности. Шутки со временем, запомни, всегда имеют последствия. Всегда.
Я еще раз, простите, что прерываю, но вы только что обещали помочь мне вернуться домой. В момент, когда я переместилась, в моем доме были грабители. Я должна туда вернуться. Должна помочь своим слугам. Они в опасности. Я не знаю, что с ними. Вот оно что. Хм. Наши искры, леди Акетра, реагируют на наше состояние. В моменты критической опасности орган может сработать произвольно. К сожалению, это работает не всегда. Так что вам очень-очень повезло, знаете это. Пойдемте. Если тренироваться, то явно не здесь. Окей, let's go. Меня научат телепортироваться, то есть... Итак, для того, чтобы управлять перемещением между мирами, нужно уметь чувствовать свою искру. Да, окей. То есть, леди Акетра будет знать, как это делать, а Лолошка не будет знать. Офигенно. В общем, некоторые мироходцы тратят годы на приобретение этого навыка. Что? Годы? Но у меня нет столько времени. Значит, придется очень постараться. Чтобы ОМП мог защитить нас от опасности, он должен быстро реагировать на все изменения в вашем организме и настроении. Можно сказать, что этот орган обладает внутренней эмпатией, поэтому самый простой способ почувствовать свою связь с искрой — испытать какие-то сильные эмоции. Поскольку страх может вызвать самопроизвольное перемещение, лучше выбрать что-то другое. Другое сильное чувство, которое может пробудить энергию искры. Так. Что вы имеете в виду? Я не понимаю пока что. Леди Акетра, расскажите про человека, которому вы испытываете сильные чувства. Ого. Рассказать про Лолошку, рассказать про Хануф и Халиму, рассказать про маму. А про маму мы, кстати, еще ни разу ничего не слышали. Давай. Реально? Подожди, нам еще и катсцену покажут, офигеть. Ладно, я расскажу про маму. Когда я была маленькой, мы много времени проводили вместе с мамой. О, да ладно. Ого, ничего себе, какая мать у тебя была. Да. Вау, какой наряд. Отец очень-очень много работал, поэтому я почти его никогда не видела. Чтобы компенсировать отсутствие отца, мама старалась придумывать нам всякие разные приключения. Обычно приключения были в рамках города. Мы редко куда-то выбирались. Но в тот момент мама решила показать мне святилище Роноса прямо на вулкане. Ой, то есть она была, да? Кстати, по-моему, она что-то подобное говорила, что была на Гизире. Это Гизира, это рынок Гизиры, да. Вон даже сверху написано Гизира. На следующий чёрный день флаг. после нашего прибытия оказалось, что в городе чума. Да, я тоже понял, что это черный флаг. В детстве я была очень общительной, так что за один день нашла себе там подругу. И в тот же день я узнала, что ее семья заражена. Их убили прямо на моих глазах. Так, история вроде как про маму начиналась, а тут... Ну ладно, сейчас узнаем. Да ладно, это с Гизирой такое было? Так. Люди вон валяются, кстати. А потом пришли за мной. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Теперь я понял, что за воспоминания с мамой. Мама не отдала меня, и те люди ушли, пообещав вернуться с утра. Всю ночь мама не спала, сторожила меня и вытирала мне слезы во сне. Ранним утром мы смогли бежать на корабле человека, что был влюблен в мою мать. Он думал, что за это она влюбится в него и будет жить с ним. Но нет, этого не случилось. И он в приступе ревности... Он убил ее. Мама отдала свою жизнь, чтобы спасти мою. Ну как? Слушайте, почему я ничего не чувствую? Зачем все это? Знаешь, леди, видимо, эти воспоминания слишком старые и тяжелые. И не вызывают в вас больше тех чувств, что могли бы пробудить искру. Черт! И как это поможет мне вернуться домой? Эй, тише. Я понимаю, что это сложно,
Но я предупреждала, что на освоение этого навыка могут потребоваться годы. Гармония с искрой проще всего достигается именно через чувства. Все остальные способы требуют гораздо больше времени. Попробуй рассказать про кого-то еще. Рассказать про Хануф и Халиму, рассказать про Лололошку. Ладно, но это ужасно неловко. Недавно я купила себе одного смешного абда. Ой, речь обо мне сейчас, да? Он совершенно случайно стал рабом и, представляете, не справлялся даже с простейшими задачами. Он постоянно встревает во всякие переделки, но готов всегда быть рядом со мной и защищать меня, в каком состоянии бы ни был. Ой, да ладно, даже про масла вспомнили, боже. Он умудряется угадывать, что мне нравится, даже без моих подсказок. И очень смешно и мило смущается, когда мы сближаемся. Он поддерживает меня, когда мы проходим через тяжелые времена. У него всегда теплые руки. И есть отмазки на все случаи жизни. О, так, леди Акетра, срочно! Представьте свой дом. Представьте этого раба прямо в доме. И удачи! О, работает! Оно работает! Оно работает! У-ху-ху! Встать! Что? Она вернулась, но при этом я снова играю за Лололошку. Боже, так непривычно! Я снова на Шахтерских островах, да? А мама говорит, что все наши острова постепенно уйдут под пески. Мало ли тебе, что это мама говорит. Ты прикинь, я только что играл за Леди Акетру. Блин, это обалденно было, это просто шедевр. То есть пока Лололошка спал, мы видели, ну, как бы, не сам Лололошка видел, само собой, а мы, как зрители, видели, что переживала Акетра. 10 из 10. Каждый каждый раз в этом сезоне почти через серию нас удивляют. Какая-то новая механика, какое-то новое повествование. Это реально офигенно. Молодцы. А самый шок-контент в том, что нам показали персонажей из предыдущего сезона. Сан-Фран и Фарагонда. У меня реально чуть слезы не пошли, когда я их только-только увидел. Знаете, под такой момент идеально попадает фраза «как близко, но как далеко». И вот именно этот фрагмент ощущался данной фразой. Короче, я так понимаю, то, что с Леди Акетрой мы еще поговорим об этом. У меня мурашечки, знаете, за этот сезон поставили рекорд. Так много мурашек у меня явно ни в одной серии еще не было. Да, опять же, с Леди Акетрой мы поговорим, а на этом, наверное, будем постепенно заканчивать. Я снова Лололошка! Дамы и господа, я вернулся. Если вы так же, как и я, офигеваете от того, что происходит, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайки. Пока что это все 10 из 10. Повествование на супер высоком уровне. Дальше, как говорится, больше. Да уж, вселенная и правда стремится к порядку. Да, к порядку лайков и подписок. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лололошка и Лололошка. Это все еще я. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.